Всем привет, друзья! Дима, Даниэль, Скалска, Болгария, 7 марта, в преддверии 8 марта, 23 год, утро, прохладно, сейчас где-то у нас плюс 4, днем ожидается где-то, я думаю, 10, 11, 12, друзья, такая весна интересная. Я думаю, что ожидает нас еще такие холодные ночи, 0, -1. И март интересен, но я думаю, что самые тяжелые времена холодные мы уже пережили. Все нормально, все прекрасно. Очень радуюсь, что даже при таких температурах мало пасмурных дней, и погода радует. Соответственно, все как обычно, опять на позитиве. Друзья, домашние животные. Наверное, эту тему еще конкретно как-то не обсуждал, но хотелось бы на эту тему поговорить и рассказать, как это у нас, что у нас с этим происходит, как мы к этому пришли и как мы с этим сейчас живем. Значит, мы приехали в июле, и сразу же мы хотели, чтобы у нас была кошка. Друзья, в Израиле у нас никогда не было кошек, потому что мы жили в небольшом доме. В Израиле тоже очень много кошек, и очень много людей заводят кошек. В Израиле есть такая тенденция по кошкам, что сейчас там берем какие-то очень модные породы, сфинксы за большие деньги. В Израиле сфинкс, ребят, котенок стоит где-то чуть ли не 1500 евро, 1000 евро. Вы знаете, честно, мое мнение по отношению к породистым кошкам, я этого не понимаю. Это лично мое мнение, не судите строго, я имею право его высказать. Потому что, как мне кажется, если вы хотите завести домашнее животное, то куда мы сначала смотрим? Мы сначала смотрим на породу и сколько она стоит? Или потом мы смотрим, какую радость она нам принесет? Иногда здесь я не понимаю людей. Брать кошку ради породы, ради цены, не знаю. Не мое, абсолютно не мое. И, скорее всего, то же самое относится и к собакам, наверное. Но дело не об этом. Начнем с кошек. В Израиле кошек у нас не было. И если 2 года назад мне кто бы сказал: Дима, у тебя будет 2 кошки, я бы сказал: ребят, я кошек не люблю. Честно, всю свою сознательную жизнь я не любил кошек. Не то, что не любил и относился к ним как-то со злостью. Нет, абсолютно. Просто у меня не было никакого отношения к кошкам. Я не понимал, зачем они нужны, что они могут мне принести. И для меня всегда кошка это было такое животное, которое не родное. Собака, я знаю, собака друг. А кошка это то существо, которое гуляет само по себе. Оно вроде как и с вами, но вроде как оно и не с вами. И поэтому не было. Но в какой-то момент начало приходить уже такое желание, что надо бы. Окей, переехали. Буквально через несколько дней у нас наш знакомый здесь, в соседнем селе Янтри, очень приятный человек, болгарин, Людмил. Мы заехали к нему поздороваться при приезде и увидели у него котенка. Я говорю: Людмил, он говорит: да, это наша кошка сейчас родила, у нас есть котенок, нам этот котенок очень понравился. Я говорю: Людмила, отдашь? Он говорит: ребят, конечно, забирайте. И мы забираем этого маленького котенка, мы привозим его в дом, в котором еще ничего абсолютно нет. И выпускаем. Купили молочка, естественно, купили там покушать. И наш котенок в первый же день он убегает. Куда убегает? А мы вообще здесь ничего не знаем. И слышим, он где-то мяукает из соседнего участка, а нам туда просто не пролезть, потому что там джунгли. И Светочка пошла туда 2 часа, она ходила, 2 часа мы слышали мяуканье. Котенка мы сразу назвали Маруся. Где Маруся? И мы расстроены, мы еще не успели взять котенка, а он уже потерялся. И, ничего, замечательно. Вечером наш котенок Маруся вернулся, мы обрадовались и начали с ним жить. Замечательно. У нас есть котенок беспородный, зовут его Маруся. Член семьи. Прекрасно. Успокоились.
приносит нам радость. Далее проходит какой-то период, и человек, который у нас работал, Илья, говорит, у меня тоже есть котенок. Я говорю Светочке, давай еще возьмем. Ну, как бы, одного мало, зачем второй? Ну, пусть будет. Прокормить мы всегда сможем, а позитива от этого у нас будет больше. Мы едем в Габрово, встречаемся там с женой Ильи, нам в такой маленькой клеточке выносят вот такого малюську. Я говорю, Илья, это кошка или кот? Нам нужен кот. Он говорит, это кошка. Но нам его уже вынесли, мы его берем. Хорошо, кошка, кот. Называем его Люся. Есть Маруся, есть Люся. Замечательно. Маруся. 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 Маруська. Мяу-мяу. Коты есть. Все. Ну, по поводу третьего еще рано думать. И начали думать по поводу собаки. Ну, жизнь идет, мы делаем ремонт, мы бытуем, заняты. Я говорю, Светочка, давай подумаем насчет собаки. Друзья, в Израиле у нас была собака, у нас много лет была замечательная Golden Retriever, разновидность лабрадора, если вы знаете. Ну, вы знаете, что это за порода. Ну, добрейшая собака, просто ноль агрессии. И, ну, раз у нас большой участок, нам нужна собака. И мы начали обсуждать со Светланой, какую собаку, какую породу. И я говорю, слушай, давай немецкую овчарку. Света говорит, Дима, немецкая овчарка, ну, я боюсь такую собаку, потому что все-таки, я говорю, ну, согласен, хорошо. Другие маленькие породы мы вообще не рассматривали, потому что я не люблю маленькие породы собак. Но это мое, опять же, мнение личное. Тут мне собака должна быть большой, не злой, дрессированной или злой, я не знаю, но она не должна быть маленькой. Поэтому доберман, тяжелая собака, нет. Мне, в принципе, это тяжелые собаки не для... Ну и для воспитания, которые требуют, ну вот серьезной тренировки, нет, скорее всего, тоже вряд ли. Ну, боевые породы мы вообще не рассматривали, никакие конокорсы, никакие мастины, никакие, естественно, бультерьеры. Не потому, что я боюсь, ну, опять же, Светочка боится таких собак. И такие собаки, опять же, ну, они иногда могут быть непредсказуемыми, и опять серьезная тренировка. Поэтому... Большой участок. Нам нужна спокойная собака, которая будет бегать по участку, не агрессивно, иногда гавкать на прохожих, но чтобы она никогда никого не смогла там укусить или еще что-то. Вот. Значит, на чем останавливаемся? Начинаем думать. Болгарская овчарка. Ну, здоровая, хорошая собака. После консультаций некоторых, ну, мне объяснили, Дим, не лезь в эту породу, потому что порода... молодая, породе 100 с чем-то лет, и еще она неизвестная. Окей, я прислушиваюсь всегда к мнениям людей, я анализирую и думаю, что и как правильно сделать. Естественно, принимаем решение вместе потом. Окей, я открываю сайт OLX и набираю лабрадор, щенки. И начинаю искать, делаю поиск. Огромный, ребят, выбор. Огромный выбор бесплатно забрать щенков. Огромный выбор именно болгарских овчарок, алабаев, недорогие щенки. Но так как и сказал, мы это не рассматривали, и я начинаю смотреть лабрадор. Лабрадор, большой выбор щенков по стоимости. Ну, по стоимости начинается где-то от 180 лев за щенка, и пошло выше, там, 250-300. Я листаю объявления, я смотрю, естественно, я пытаюсь понять... Я же не знаю, что это за порода. Оригинал, не оригинал, но это картинки. Как мы можем понять это? Ну, в принципе, по цене, по отзывам и по наитию. Окей. Листаю, объявлений много, предложений много. И вот я нахожу предложение. Самое дорогое. 350 лев щенок.
Ну, 350 лев щенок для лабрадора, это самый был дорогой щенок во всех объявлениях. Но, что меня привлекло? Прежде всего, меня привлекло, что собаке было сделано уже 2 прививки. У собаки есть книжка прививок. Отзывы у этого продавца были очень хорошие отзывы, а у других продавцов отзывов не было. Все, есть отзывы, замечательно. Я поднимаю трубку, при отсутствии знаний болгарского языка звоню и пытаюсь договориться. На том конце провода человек тоже чуть-чуть понимает русский язык. В итоге я задаю ему только один вопрос. Я сказал, если все нормально, я приезжаю завтра. Мы приезжаем завтра и забираем щенка. Но, скажи мне честно, это породистый щенок? Он говорит, да, я отвечаю. Поверил. Мы берем локацию. Я говорю, все, на следующий день 12 мы у тебя. Это где-то 120-130 километров от нас. Мы едем, встречаемся с человеком. Такой приятный молодой мужик, такой серьезный, на хорошем джипе. Он говорит, езжайте за мной. Мы едем за ним в какое-то село. Приезжаем, а у него стоят вольеры. Видно, что профессионально. Стоит где-то 8 или 10 вольеров, таких серьезных, с камерами, с кормушками. Я говорю, а ты? Он говорит, да, я заводчик. Я говорю, параллельно, а где ты работаешь? Он говорит, я полицейский. Еще плюс, в общем-то, что эти люди серьезные. И первый вольер лабрадоры, где-то щенка 4. Второй вольер кона-корса. Третий вольер немецкая овчарка, французский бульдог и биглы. И 2 бигла таких красивых. Света говорит, Дима, давай возьмем биглов. Я говорю, Светочка, ну это собака, которая... Ну, не подойдет нам, она, да, прикольная, она, да, красивая, но она лает как сумасшедшая, я почитал немножко в интернете. Нет. И вот мы из 4 вот этих лабрадорчиков, ну, сразу, кто лег, глаз лег, все, вот и ее девочка, замечательно. Мы с продавцом берем книжку, берем все, рассчитываемся, все нормально, задали какие-то вопросы, все. Собачка у нас на сиденье, конечно, боится. Ну, после привезли, конечно, первый день, там, естественно, собака там ночует, там все нормально, все, собака есть. В общем-то, вот наше желание сбылось, у нас есть лабрадор-щенок, у нас есть 2 кошки, прекрасно, все. По поводу, значит, давайте так, ведь в Болгарии, ну, наверное, иногда человек не съест, а отдаст животному. Здесь огромное количество, в любом, даже маломальском магазинчике сельском, всегда будет огромный выбор консервов, сухого корма и всяких вкусняшек для собачек и кошечек. Все это есть. Но я не говорю про торговые сети, где огромнейший выбор. Корма для кошек. Корма для кошек от 3,5 лев за килограмм. Евро 75 за килограмм сухого корма. Это начинается. Дальше, естественно, уже на ваш выбор и на ваш кошелек. Вот, мы обычно покупаем у Минки. В селе мы берем 3-4 килограмма и кормим наших кошечек. Периодически они пытаются не есть этот корм. Ну, он им, наверное, надоедает. Естественно, что у нас там иногда остается там такого, мы им даем. С собакой, друзья мои, нет. С собакой все более серьезно. Собака у нас кушает по времени. Ну, не то, что по времени, у нее будильник не стоит. Мы естественно, сразу же. Ну, продолжу про корм. Корм для собак. Ну, корм для собак, он варьирует где-то от 1,5 плюс, нет, ну, где-то 1,7, 2 лева за килограмм, 1 евро за килограмм. Опять, друзья, корм для собак, он различный. Он может быть очень дорогой, дорогих брендов. Тут надо выбирать, какой корм ваша собака больше всего любит. Поэтому здесь методами исключения, методами проб мы находим ту пищу для нашего щенка, которая ему нравится. Замечательно. Ребят, мы собаку не кормим со стола, мы собаку не кормим косточками от курицы. Мы прекрасно знаем, как надо правильно, при том, что лабрадор это та собака, которая еще будет жрать столько,
сколько вы ей положите. Вот вы наложили 3 миски, она 3 миски съест, 4 съест. Собака без тормозов, и у этой породы очень важно не перекормить, и чтобы собака не было излишний вес. Так, ветеринар. Естественно, мы сразу берем собаку и берем щенка, иду к ветеринару. Ветеринарных клиник дофига. Очень и очень много. Огромное количество. Что мы сделали? Чип 25 лев. Чип это не электронный какой-то, где GPS или что. Это просто чип. Ну, по закону его нужно сделать. Нам сразу же, естественно, нам выдают книжечку. Книжка у нас была, где прописаны прививки. Мы это видели. Таблетки от глистов, таблетки от клещей. Ну, к примеру, вот таблетка такая месячная на щенка, на собаку 15-30 килограмм. Такая она вкусовая, которую собака проглатывает внутри. И вся засада, что у нее там, ну, погибает. Раз в месяц. Да, такая таблетка. У нас она стоит 30 лев. 30 лев 15 евро. Тоже разные цены, разные места. Плановый осмотр собаки, ну, где-то 20-25 лев. 15 евро. Собаку берут. Собаку взвешивают. Ветеринар очень качественный. Помощник ветеринара умеет разговаривать с собаками. Собака не боится. Все удобно и все очень комфортно. У нас есть такой талончик, я его сфотографирую. Наша собака может с нами передвигаться по странам Евросоюза. У нее есть паспорт Евросоюза, друзья, у нашей собаки, у Бамбы. Почему мы назвали Бамба? Что такое Бамба? Бамба это в Израиле вот единственное, что нет других стран, это такие не кукурузные хлопья для детей, которые такие сладости маленькие. Их не продают ни в какой стране мира. Они есть только у нас. И все просят, привезите бамбу, маленькие такие хрустики. Светочка говорит, Дим, давай назовем бамбу. Я говорю, замечательно. В Израиле у нас была Беля, Golden Retriever. В Болгарии у нас бамба. Все, у нас есть 3 животных. У нас есть бамба, лабрадор. У нас есть Люся. А Люся, ребята, с Люсей это очень интересная история, потому что через 3,5 месяца мы поняли, что Люся это не женщина, это не кошечка, а Люся это кот. Как определить кошку от кота? А я не знал. Честно, я не знал. Мне объяснили. И в итоге Люся это уже не кошечка, а это Люсьен, черная пантера. Вот. Разница между котами. Вот если Маруся такая добрая, нежная, такая ласковая, аккуратненькая, она такая чистенькая, она мурлыкает. Люся нет. Люся это злой черный кот, который шарится везде, у которого нет сантиментов, который все время ищет, что где сожрать, что где урвать. Недобрый кот. Недобрый кот. Маруся полная противоположность. Люся, кошки не живут у нас в доме, ребят, чтобы вы понимали, в доме кошки не живут. И в дом не запускаем. Но Люся прорывалась там пару раз в дом, при том, что самое интересное, что когда она прорывалась в дом, она еще успевала в этот момент где-то нагадить. И гадила при том в самых таких, то она нагадила на мешке с бельем, у мамы родная. Мы не понимали, откуда запах, а потом поняли, что на мешке с бельем оттуда пахнет. Поэтому я на Люсю злой. Маруся забегала пару раз в дом. Ну, от нее проблем нет. Теперь, польза от домашних животных. Друзья, вот когда мы начинали жить в доме, мы ночуем, и мы все время слышим какое-то шебуршание в стенах, звуки. Наверное, это были мыши. Но реально такое же, потому что вокруг-то тишина, ночью гробовая тишина, и вы слышите, там шух-шух-шух-шух, там бегает кто-то по стеночкам внутри. Сейчас этого ничего нет, это быстро прекратилось, когда Маруся и Люся, они там заходили в подвал, в итоге они ловили мышей,
Маруся вот поймала вот такую крысу, потом мыши. В общем, сейчас у нас нет никаких проблем, у нас мышей мы не видим, крыс на участке мы не видим. В общем-то, есть, конечно, польза, мы не только кормим наших домашних животных, получаем от них какую-то пользу. Вот так. Так что полная идиллия. Вторую собаку мы не думаем. Еще кошечку, вот если будет котенок от Маруси добрый, мы решили, что мы ее возьмем. Но именно от Маруси, а не от Люси. Так что нет никаких проблем в Болгарии. И ведь поход к ветеринару. Ребят, профессионалы, врачи знают, что делают. Есть абсолютно все. Любые лекарства, любые капли. Более того, что сейчас, может быть, мы будем делать Бамбе стерилизацию, чтобы она не принесла где-нибудь в Подоле. Такая операция стоит 100 лев, это 50 евро. Делается профессионально. Вот, скорее всего, мы это будем думать. Стерилизовать кошку, тоже будем над этим думать. Но, по крайней мере, в этой ситуации здесь вообще все просто. Все есть, ветеринары работают прекрасно, никаких в этом проблем нет. Ни с кормом, ни с витаминами, ни с лекарствами, ни с операциями, ни с врачами. Все прекрасно и замечательно. Так что по поводу перевозок домашних животных, друзья, я не знаю, у меня нет информации. Я не возил собаку ни туда, ни обратно. Не знаю, нет ответа. Поэтому здесь узнавайте у тех людей, кто в курсе. Что еще по поводу животных? Задавали нам вопрос, есть ли змеи на участке? Есть ли змеи на участке? Наверное, есть, но мы их не видели. Ну, потому что участок очищен. Я ничего здесь пока не могу сказать, но у нас есть коты, которые гоняют змей. У нас есть собака. Ядовитых серьезных змей здесь либо мало, либо просто нет. Не знаю, нет информации. Наверное, кто-то из болгарских друзей сможет что-то по этому поводу сказать. Поэтому вот такая ситуация у нас с животными, с ветеринарией в Болгарии. И хубав ден, шерхам йом наим, хаварим шели, and ciao ciao, my friends, bye bye.